Очень простой рецепт. Обязательно попробуйте, он получится даже у начинающих кулинаров. Давайте я разломлю и посмотрим. Не буду резать, хочу просто его разломать. Посмотрите. Видите, какой он мягкий, вообще просто мягчайший. Посмотрите, какое замечательное тесто. Посмотрите, какое оно нежное, мягкое, как пух. И вот наша слоистость. Видите, то, что мы смазывали маслом и заворачивали. Всем привет! Сегодня я буду готовить краффин. Очень вкусный, сдобный и пышный. Сначала я поставлю опару. Здесь у меня свежие дрожжи. Крошу их в миску. Добавляю сахар. Можно немного растереть дрожжи с сахаром. Добавляю сюда теплое молоко комнатной температуры. И сейчас сюда добавляю немного муки. Опара у нас должна быть консистенции жидкой сметаны. Мука у меня заранее просеянная. Вот такая опара. Сейчас я это все затягиваю пленкой и ставлю в теплое место, примерно на полчаса. Отправляю опару в духовку. Она у меня разогрета примерно на 30 градусов. Прошло полчаса. Посмотрите, как увеличилась в размере моя опара. Видите, какая она стала воздушная, пышная, поднялась шапочкой. Я дам ей еще немного постоять, а пока приготовлю остальные продукты для того, чтобы добавить в опару. В отдельной миске я смешиваю яйца, сахар. Сливочное масло необходимо предварительно растопить. Я его поставлю в микроволновку на несколько секунд. Я растопила сливочное масло. Ввожу его сюда в яично-сахарную смесь. Я все взбиваю обычным венчиком. Можно воспользоваться миксером. Сейчас буду добавлять нашу заливку в опару. Посмотрите, какая она нежная, пушистая. Все аккуратненько перемешиваем. Добавляю сюда муку. Добавляю муку частями и перемешиваю. Пока тесто жидкое, мешаю венчиком. Потом тесто будем замешивать вручную. Можно также замешивать тесто в миксере. Добавляю оставшуюся муку, ввожу соль. Добавлю немного ванильного экстракта. Можно добавить ванильный сахар или ванилин. И вымешиваю тесто вручную. Тесто получается вот такое липковатое, но это не страшно. Больше муки добавлять не надо, иначе вы забьете свое тесто, и оно не получится нежным и воздушным.
Оно сейчас еще у нас отстоится примерно 40 минут или час и станет более таким эластичным и послушным. При формовке лучше смазывать руки растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Сейчас я отправлю свое тесто на расстойку в теплую духовку, примерно на 40 минут или на час. Но для начала я выложу его из миски и смажу миску растительным маслом. Смазываю руки, чтобы тесто не прилипало. Вот такое оно получается нежное. Можно еще немного повымешивать его на столе. Сейчас подготовлю миску. Тесто достаточно липкое, вы этого не бойтесь, потому что на выходе у вас получится отличный пушистый краффин. Все, накрываю пленкой. Убираю примерно минут на 40, может быть на час. Можно поставить в духовку или в какой-нибудь шкаф, где нет сквозняка. И не забывайте, при работе с дрожжевым тестом не должно быть никаких посторонних шумов, иначе оно может опасть и все пропало. В духовке у меня температура 30 градусов. Если у вас не выставляется такая маленькая температура, вы можете просто поставить тесто в духовку со включенной лампочкой. Прошел час. Посмотрите, какое стало тесто. Оно увеличилось в объеме. Оно стало вот такое пористое. Сейчас будем дальше с ним работать. Я разделю тесто на две части. Буду печь два вот таких краффина. Это формочки диаметром 12 сантиметров. Можно взять формы поменьше, 9 сантиметров в диаметре, и сделать тогда 3 краффина. Сейчас я взвешу на весах и разделю, чтобы у меня было поровну. В общем, примерно 700 грамм, то есть 350 грамм получится один краффин. Для формовки понадобится растопленное сливочное масло и сухофрукты. Сухофрукты я заранее замочила в коньяке. И вот их выложила на салфетку, чтобы убрать лишнюю влагу. Можно замочить в крепком чае любые сухофрукты, которые вы любите. Это может быть цукаты, вишня, курага, изюм, чернослив, все, что вы любите. Так, беру скалку и начинаю формовать краффины. Тесто надо раскатать в прямоугольник. Стараемся раскатать его тоненько. Если что-то у вас прилипает, пользуемся растительным маслом. Чем тоньше мы раскатываем, тем более слоистый краффин у нас получится. Смазываю сливочным маслом. Сливочное масло не жалеем. Так, теперь выкладываем сухофрукты. У меня изюм. И теперь скатываем все это в рулет.
Вот такой получается рулетик. Дальше что мы делаем? Режем его пополам, вот таким образом, но до конца здесь не прорезаем. Вот так. И теперь вот таким образом начинаем формовать наш будущий краффин. Сухофрукты будут вываливаться, но это не критично, ничего страшного. Все это запечется и будет все нормально. Так, одну часть завернули, теперь следующую часть. Заворачиваем и укладываем на первую часть. Вот получается у нас вот такой вот краффин. И отправляем его в форму. Аккуратно. Оп. Я накрываю свою заготовочку пакетом, чтобы он не заветривался. И приступаю к формовке второго краффина. Также смазываю руки маслом. Можно и стол тоже немного смазать маслом, чтобы у нас ничего сильно не прилипало. Но, в принципе, вы видите, что тесто очень податливое, и с ним достаточно хорошо работать. Такое замечательное, очень мягкое, нежное. Также раскатываем в прямоугольник. И все повторяем. Смазываем маслом, выкладываем сухофрукты. Ну что, наши краффины практически готовы. Я оставляю их на час на расстойку, чтобы они увеличились в объеме, подросли. Мы тоже смотрим 40 минут, час. Это в зависимости от температуры у вас в помещении. И за полчаса до того, как будем выпекать, включаем духовку на 180 градусов. Ну вот, прошел час. Посмотрите, как они увеличились в размере. Отлично расстоялись. Все, отправляю их в духовку. Духовка у меня разогрета на 180 градусов. Режим вверх-вниз. Выпекаем примерно 35-40 минут. Но опять же смотрим по своей духовке. Какая-то печет быстрее, какая-то медленнее. Прошло 40 минут. Сейчас я посмотрю, готовы ли мои краффины. Готовность проверяем деревянной палочкой. Я их накрыла пергаментом, потому что у меня духовка очень сильно печет, и сверху они немного колируются. Палочка сухая. Можно их доставать. Даем остыть им на решетке, а потом декорируем. Можно посыпать просто сахарной пудрой или покрыть глазурью. Все на ваше усмотрение.
Сейчас они остынут, я разломаю один из них и посмотрим, какой он получился. Я сняла бумажки с краффинов. Сейчас посыплю их сахарной пудрой. Посмотрите, какие замечательные получились. Они очень мягкие. Отличные краффины. Очень простой рецепт. Обязательно попробуйте, он получится даже у начинающих кулинаров. Давайте я разломлю и посмотрим. Не буду резать, хочу просто его разломать. Посмотрите. Видите, какой он мягкий, вообще просто мягчайший. Посмотрите, какое замечательное тесто. Посмотрите, какое оно нежное, мягкое, как пух. И вот наша слоистость. Видите, то, что мы смазывали маслом и заворачивали. Он вкусный даже на второй и на третий день, после того, как вы его испечете. Ну что, друзья, спасибо, что были со мной на моем канале Танина кухня. И до новых встреч! Пока-пока!